Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Вторник, 14 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы с вами говорим о поиске точек входа исключительно в начале тренда. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, ссылочки будут в описании. Ну что ж, вчера был важный день у нас относительно данных по индексу потребительских цен в США. Мы получили значение ниже прогнозного, что оказало, безусловно, оптимистическое настроение на всех участников этого рынка. Сегодня не менее важный день. В 10 часов вечера нас ждет объявление процентной ставки по денежно-кредитной политике США. Одновременно нас ждет заявление Федрезерва, ну и дальше пресс-конференция. Соответственно, рынок замер в ожидании. Давайте посмотрим, что у нас показывает в моменте индекс доллара. Значит, индекс доллара вчера, естественно, на этих новостях получил дальнейшее импульсное снижение. Значит, мы пробили ключевую поддержку в области 104,5 пунктов и получили дальнейшее нисходящее движение. Что будет сегодня, мы будем, естественно, наблюдать, но в моменте на индексе долларов формируется интересный паттерн, интересная фигура. Это нисходящий клин, что в свою очередь является бычьей формацией. И если мы представим, что индекс доллара может пойти на коррекцию при пробитии данного клина, то наши целевые значения могут лежать вплоть до 109-110 пунктов. Ну, как будет происходить в моменте эти события, мы будем наблюдать в свете происходящих событий, в свете объявленных новостей сегодня, что будет, будем смотреть и принимать решения в моменте. Безусловно, вчера нисходящий индекс доллара оказал поддержку американскому фондовому рынку. У нас индекс промышленный Dow Jones пробил нисходящее сопротивление и пытается восстановить восходящий тренд. Да, мы пробили на достаточно больших объемах. Сейчас цена пытается закрепиться и нарисовать дальнейшее восходящее движение. То же самое нас ожидало на индексе S&P 500. Но на индексе S&P 500 немножко другая картина, нежели с промышленным индексом Dow Jones. Мы видим, что мы идем в расширяющемся канале. И мы опять пришли, протестировали его верхнюю границу, которая является уровнем сопротивления. Что же случилось у нас на биткоине? Давайте посмотрим доминацию. Доминацию по-прежнему показывает у нас восходящее движение. Значит, уровень поддержки у нас находится на уровне 41%, сопротивление на уровне 42%. Я здесь нарисовал формирующийся паттерн, который называется бабочка Гартли. Это разворотная фигура. Соответственно, я ожидаю, что доминация биткоина при достижении этой отметки уровня 1.618 по FIBA столкнется с определенным сопротивлением и начнет коррекцию. Какая это будет коррекция, будем смотреть в моменте, но пока вот изобразил то, что фактически происходит на графиках, поэтому буду принимать решение, исходя из того, что случится в моменте у нас, и график даст нам дальнейшую подсказку, что будет с доминацией. Безусловно, если доминация начнет корректироваться, это будет оказывать поддержку определенного альткоина. Ну и не факт, что одновременно со снижением доминации не будет снижаться и сам биткоин. Поэтому будем смотреть. Что случилось у нас с доминацией USDT? Она, по сути дела, идет у нас в боковом движении. Да, вчера на новостях получили нисходящее движение, но пришли на поддержку. Поэтому определенные стимулы роста для всего рынка это оказало и поддержало. Что, смотрим на главный инструмент рынка. Значит, мы, если смотреть от всего этого нисходящего движения, которое у нас было от 21,5 тысяч долларов, мы сейчас пришли на 38 уровень
по Фибоначчи, естественно, происходит определенная заминка, остановка дальнейшего восходящего движения. То есть мы знаем, что 38 уровень это часто бывает разворотной точкой. Соответственно, если мы данный уровень не удержим и пойдем вниз, то зоны, интересующие нас, могут лежать в области 27 зоны по FIBA, это 14-14,5 тысяч долларов. Если же биткоин начнет восходящее движение, а в свете сегодняшних новостей, да, может продолжиться восходящее определенное ралли, то здесь мы с вами, в принципе-то, наблюдаем очень интересную картину на биткоине, которая соответствует полностью методу анализа рынка по Вайкофу. Да? У нас есть определенная структура этого метода. Если посмотреть на тот рост, который нас еще может ожидать, то в целом наши цели лежат в области 18,5 тысяч, что одновременно соответствует и зоне снятия ликвидности за уровнем 18 200 долларов. Соответственно, и целевая зона будет находиться там же. Если вы обратите внимание по профилю объема видимой области, то мы видим, что здесь у нас с правой стороны находится просто пустота. Это тот объем, который у нас не проторгован и лежит вплоть до 19 200 долларов. Безусловно, это более интересная зона для набора шортовых позиций, включая и начало этого импульса. Но мы с вами одновременно должны помнить, что в области 19 300 долларов на сегодняшний день находится скользящая средняя недельная. Двадцатка неделька, мы видим, что на сегодняшний день ее ценовое значение приходит почти в отметку 19 400 долларов. Если мы с вами посмотрим, как она отрабатывала на истории, то это та самая средняя, очень важная по рынку, которая определяет основной тренд. То есть мы с вами видим, когда цена находится под ней, это сильнейшая нисходящая как бы идет конструкция, когда мы находимся над ней, это сильнейший уровень поддержки. Ну, соответственно, этот уровень, про него надо помнить. Мы пытались выйти над ним в конце октября, но тем не менее вот этой импульсной свечой месячной, да, мы получили обратный вкат. Если так ориентироваться по месячной свече, мы с вами видим, что вот это самая та материнская свеча, которая дала весь этот нисходящий импульс. Соответственно, по техническому анализу было бы неплохо протестировать до 50% ее ценового значения. Одновременно мы, кстати, с вами видим, что уровень 18 200 долларов являлся достаточно длительным временем уровнем поддержки. Ну, соответственно, этот уровень на текущий момент является зеркальным уровнем. То есть о нем тоже надо помнить, и о нем надо не забывать. Ну, соответственно, мы сейчас находимся на отметке 17 800 долларов. Фактически развязка где-то вот-вот близко. Понятно, что в текущем с вами находимся не так далеко от верхней отметки, то говорить о каких-то дальнейших лонгах можно только при пробое вот этого уровня 18 тысяч долларов. Если мы с вами получим дальнейшее продолжение в виде какого-то импульса сюда, коррекции и дальнейшего похода, ну, следующая цель будет лежать где-то в промежутке от 18 200 до 18 500 долларов. Более консервативные точки входа, конечно, в рынок лежат в области нижних ценовых значений. На сегодняшний день поддержка это 17 200 долларов. Ну, про более нижние я даже не говорю. Но если этот уровень устоит, удержит 17 600 долларов, то есть все шансы пойти покорять верхние отметки. В принципе, за биткоином на сегодняшний день идет весь остальной рынок. Все альткоины, тот же там эфир показывает. В принципе, все очень похоже. Да, у нас важное сопротивление на отметке 1350, я бы так отметил, 1330 долларов. Если мы продолжаем восходящее движение, то следующие целевые уровни это могут быть где-то порядка 1400 долларов. Давайте сейчас мы построим
сетку FIBA и посмотрим. $1374.50 уровень, 1445.61. Но опять-таки здесь зона достаточно, вы видите, она не проторгована, поэтому куда залетит цена, если мы пойдем пробивать уровень 1350, ну, совершенно непонятно. Я думаю, что безусловно определенный позитив в рынке уже забит в цене. Любые новости уже отыграны, поэтому я не исключаю и того, что нас могут дружно всем поездом повести вниз, снимать ликвидность за этими уровнями, которые стоят вплоть до годового лоя. Более того, нельзя игнорировать тот факт, что индекс доллара все-таки находится в бычьем клине. И не ровен час, когда он его пробьет. Да, пусть даже на новостях мы можем совершить какое-то импульсное движение вниз, но тем не менее возврат в диапазон этого клина может дать большую коррекционную волну для самого индекса доллара. Поэтому будет корректироваться индекс доллара, вы понимаете, что никакая крипта в моменте расти не будет. Поэтому за этим моментом очень важно наблюдать. Будем наблюдать сегодня за новостями. День сегодня, я думаю, что в целом будет в ожидании объявления ФРС ставок. Соответственно, все участники рынка будут притаившись ждать этого момента. Безусловно, в момент выхода новостей нас будет ожидать огромная волатильность, появятся объемы на рынке, появятся большие движения, поэтому будьте аккуратны, ставьте стопы, защищайте свои позиции, если состоите в сделках. Все, друзья, я предлагаю дальнейшее общение продолжить в рамках телеграм-канала. Всем желаю профита, всем удачи, всем пока.